Всем привет, я в Зальцбурге. Тут сегодня киевская «Динамо» будет играть против местного Red Bull. Решающий матч за право выхода в групповой этап Лиги Чемпионов. Приехал я в Зальцбург из Вероны, где вчера Верона играла против Ювентуса. Я вам скажу, что дорога из Вероны в Зальцбург — это отдельное удовольствие. Часто от дороги я получаю не меньше приятных впечатлений, чем от места прибытия. Я ехал через Альпы, там было супер красиво. Ехал я на Фликсбасе, обошлась поездка 25 евро, но если бы я был решительный и не тупил, взял билет сразу, то переезд Верона-Зальцбург можно было взять и за 16. Все пошло немного не по плану. Я хотел еще погулять по Зальцбургу, показать вам старый красивый город, в котором очень много лет, и тут родился Моцарт. Но меня час заселяли, так что времени на Зальцбург уже не осталось, и я приехал прямо к стадиону. Но зато полный автобус наших фанатов. Я уже у стадиона. Для того, чтобы попасть в гостевой сектор «Динамо», надо было заранее, до воскресенья, заполнить заявку и потом до 20:30 прийти и выкупить билеты в специальной гостевой кассе. Билет, по-моему, 25 евро стоит. Я не часто хожу в гостевые, но на «Динамо», хотя не солд-аут, можно было взять обычно, но на «Динамо», конечно, я хочу сидеть с нашими фанатами и поддерживать наш клуб. Ну что ж, билет куплен, 23 евро. Сказали, что даже если бы заявку не заполнил, с украинским паспортом меня пустили бы на сектор. Все организовано. Можно заходить. Что люблю выезды на наши команды. Вот прямо в автобусе познакомился с ребятами. Болеют за «Динамо». Один живет в Праге, другой в Мюнхене. Нас всех раскидало по миру, но матч «Динамо» нас объединяет. 100%. Всім привіт, ребята. Всім салют, дивіться, класні влоги. Всім рекомендую. Дякую. Только победа. 2 пива и вот такой вот бургер с сосиской 13,40. И никаких фирменных стаканов. Вот это обидно, что не сделали Сказали, що символику далі є. клуба. Сказали, що далі є. Виглядає будемо- не дуже апетитно, але подивимось. Сподіваюсь, що шлунок принаймні можна буде цим заповнити. Ну, дадим ей шанс, может она вкусная. Такой модерновый снаружи стадион, открыт в 2003 году, вмещает 32 тысячи зрителей. Вот вход в гостевой сектор. На гостевом всегда очень плотно обыскивают. Я на всякий случай пауэрбанк всегда прячу под телефон, потому что, ну, вроде как можно, но где-то придираются, а под телефоном это универсальный способ провести пауэрбанк в руке, потому что карманы проверяют, а руку нет. Лайфхак. Вот я и на Red Bull Arena. Как всегда, гостевые сектора очень суровые. Вот такие тут железные сиденья. Все закрыто сеткой, чтобы ничего не кидали на поле. Ну, суровые реалии для гостей. Типа вам тут не рады. Нам. Клуб домашний сегодня называется Red Bull, потому что недалеко от Зальцбурга главный офис этой огромной корпорации Red Bull. Они купили клуб себе в 2005 году и купили право на название этого стадиона. Такой коммерческий рекламный клуб, у него не супер большая фанатская база, но хорошие бюджеты, как для Австрии. Он не раз становился чемпионом Австрии, так что не самый простой соперник. Первый матч «Динамо», к сожалению, проиграла 0-2, поэтому для того, чтобы выйти, нам надо победить с разницей в 2 мяча и больше, либо потом по дополнительному времени, по серии пенальти. Шансы на это реально очень маленькие, но мы будем верить, мы будем болеть за наших, чтобы они прошли в Лигу Чемпионов, потому что это престижнее, потому что это больше денег для клуба. Хотя фанаты «Динамо» говорят, что Лига Европы тоже не самый плохой вариант, потому что сегодня «Динамо» не выиграет и не пройдет дальше, они все равно будут участвовать в Еврокубковой весне и играть в Лиге Европы, и там соперники послабее, и будет поярче борьба. В общем, «Динамо» сейчас не в самой лучшей своей форме, поэтому, возможно, Лига Европы не самый худший вариант. Но будет как будет. Надеемся на то, что будет так, как лучше для «Динамо». Так сегодня выглядит сектор «Динамо». Достаточно много людей, как для Зальцбурга, не самого удобного города в Европе. Ну, плюс, я уверен, много наших болельщиков, вот я вижу флаги не в гостевом секторе, потому что многие не знают, как покупать билеты в гостевой, и просто пришли на обычные трибуны поддержать «Динамо». Чем приятно видеть наших фанатов в Европе. Играет гимн Red Bull.
Вон там фанаты Red Bull за воротами напротив. Сегодня не солд-аут. Билеты можно было купить прямо перед матчем. Это не самый принципиальный матч для Red Bull. Но вот все-таки посмотрите. Сколько наших флагов на обычных трибунах. Этот гимн, наконец-то. Получается, в связи с тем, что все итальянцы уже квалифицированы в Лигу чемпионов, это мой первый Лига чемпионовский матч в этом сезоне. Приятно, что это Динамо. Парни готовятся к матчу. Обзор с гостевого, конечно, честно говоря, так себе, но на что не пойдешь ради поддержки украинского клуба. Это была минута молчания в память о легендарном Свене Горне Эриксене, легендарный тренер. Сиденья на гостевом настолько ужасные, что, конечно же, на них никто не сидит. Тут обычно все стоят. К сожалению, Динамо пропускает первый. Ну, так бывает. Когда сильно хочешь забить, забивают тебе. У наших ребят были моменты, но это футбол. Настоящие фанаты поддерживают команду даже после пропущенного гола. Такие моменты поддержки нужно даже еще сильнее. Заводящие у Динамо молодые, неопытные, но будем надеяться, что когда они вырастут, ну, лучше, конечно, от еще поскорее намного, чем раньше, тем лучше, но когда они вырастут точно, чтобы Динамо играла на Олимпийском, в Лиге чемпионов, и они по-настоящему заводили трибуну, потому что, к сожалению, нынешних заводящих сейчас не до Динамо, не до матчей на выезде, увы. И это, конечно, грустно, но нынешние фанаты Динамо многие не на матче, как раз для того, чтобы у этих парней было будущее. Динамо забивает! Вот так выглядит Red Bull Arena с места чуть пониже. Не полная сегодня, но очень много фанатов Динамо на всех трибунах. Первый тайм закончили 1-1, вначале пропустили, потом ответили. Какие твои впечатления от первого тайма? Ну, грали непогано, могли забивати більш ніж один, але так само могли пропускати більш ніж один. Цілком можна сказати те, що в Лізі Європи географія цікавіша і клуби прикольніші, тому побачимося, скоріш за все, там. Не самый худший вариант Лига Европы. Кстати, если Динамо попадет в Лигу Европы, там играет, по-моему, Рома и Лацио. И большая вероятность, что если Динамо попадет на них, то я поеду на выезд Динамо в Рим. Ну и география обширная, так что вполне возможно, что это не последний мой матч Динамо. Ну что ж, матч закончился 1-1. Австрийцы ликуют, они проходят дальше в Лигу чемпионов. Но вы знаете, нам тоже не стоит расстраиваться. Нас ждет Евро-осень в Лиге Европы. И, возможно, Динамо так будет даже лучше. Игра будет интереснее, побед будет больше. Принесут очки в клубный рейтинг Украины. Как говорится, все, что не делается, все к лучшему. Верим в Динамо, верим в победы. Фанаты благодарят Динамо за эту игру. Потому что футбол — это не только победы. А Динамо благодарит своих фанатов за поддержку. Ну, на той половине поля празднуют победу. Ну, точнее, проход дальше. Но ничья все равно, что победа. Ну,
Наверное, они этого заслужили. Red Bull Зальцбург хоть уже неоднократно играл в Лиге Чемпионов, но он не самый частый гость там. Поэтому для этого не самого большого города это большой результат. Кстати, Зальцбург — 4-й город Австрии. Ну, тут вся Австрия не очень большая, как вы знаете. Вот этот гимн Лиги Чемпионов сыграет на этом стадионе в этом году еще минимум 4 раза, потому что сейчас у Лиги Чемпионов будет не 3, а 4 домашних матча. Гостевой бар быстро свернули, даже не покушать после матча. Нас еще держат на гостевом секторе. Ну, это обычная практика. Но бары закрывают. Это некрасиво. Так, как твои эмоции от матча? Блин, ну эмоции положительные, играли хорошо, видно, отдавали себя на поле, пацаны старались. Как бы эмоции реально от матча только позитивные. И по футбольному, возможно, не повезло немножко. Начали хорошо, владели мячом, атаковали, давили. Были моменты, ну, свой гол не забили, пропустили. 0-1, смогли забить, как бы во втором тайме давили, 16 угловых подали, как бы. Играли первым номером, но это футбол, как бы 22 человека на поле, две команды, как бы. Зальцбургу повезло, возможно, чуть больше. Я считаю, сыграли хорошо, как бы, и есть на что посмотреть в Лиге Европы. Будем болеть. Все, Лига Европы так Лига Европы. Может, что-то встретимся. Увидимся 100%. Не, хотя обманул на самом деле, понимаешь, что фанаты мы не буйные, поэтому выпускают сразу после матча. Ну, нормально, в Европе все цивилизовано. Не забывайте, пожалуйста. Только что встретили ребят с Новой Каховки. Каховка — это Украина. Все равно приехали поддержать Динамо. Вечерние стадионы прекрасны. Так выглядят зальцбургские электробусы. Что это как типа троллейбус, но я думаю, что он и без электричества может на батареях ездить. А 6 евро я взял себе проездной на 24 часа. И вот нормально после футбола добрался. И в принципе все ездит четко по расписанию. Кстати, в Австрии с немецкой точностью. Есть экономическое понятие индекс Биг Мака. Я могу проводить индекс послематчевого кебаба. Вот такой вот набор в Зальцбурге мне обошелся 8,40. Ну вот, одна из главных достопримечательностей Зальцбурга. Место, в котором родился Моцарт. Ну, дом, в котором он родился. Днем сюда можно даже сходить на экскурсию. Там вроде есть инструменты, на которых он играл в детстве. Это одна из главных прогулочных улиц Зальцбурга. Днем тут, я думаю, что кипит жизнь, гуляют люди, все ходят по магазинам, но вечером, в будний день, как вы видите, Зальцбург не очень активен. Ну, а что касается Моцарта, то фильм «Амадей», про него я как-то смотрел. Это фильм 1984 года, но хоть смотрел его давно, думаю, что его можно порекомендовать. Если вам такое нравится, биографические фильмы, вроде было неплохо. Хотя смотрел я, думаю, больше 10 лет назад. Вот тут вот зальцбургцы набирают воду 1137 года. Да, все, что вам надо знать о стабильности в Европе. А вот этот дом построен в 1360 году. Нет, конечно, не Рим, где чему-то там более 2000 лет, но для вот такого вот городка в горах, мне кажется, что тут достаточно симпатично и стабильно. Стабильностью может похвастаться Европа. Хотя тут тоже, наверное, были нелегкие времена. А этот фонтан был построен в 1488 году. Дата какая. Раньше тут был колодец, а потом со временем появился святой Флориан, который защищает город от пожаров. Это памятник Моцарту на площади Моцарта. То есть вот это сейчас будет ансамбль из 3 главных площадей Зальцбурга, как я понимаю. Мы поворачиваемся. Тут площадь резиденции, вот это главный собор Зальцбурга. Вот это дом архиепископа.
Там дальше тоже какая-то важная площадь. Но знаете, что это всем самое интересное? Что сейчас еще нет часу ночи. Ну да, будний день, но сегодня играл их клуб. В общем, ну вроде как должна быть какая-то активность, но я единственный человек на всех этих 3 площадях. Все остальные спят. Вот такая она Австрия. Бездельникам тут делать нечего. Завтра всем на работу. Это не Италия, где на каждой площади в любое время все пьют кофе. И не только. Это метеорологический столб, который тут стоит еще с 1862 года, то есть с 19 века. Смотрите, как он помпезно выглядит. И все это время он функционирует, собирает разные показатели. Вот тут, я не знаю, не эксперт, но, возможно, это как-то связано с сейсмической активностью. Барометр — это давление. В общем, научная мысль в этих краях развита очень давно и продолжает развиваться. А вот, например, антикварный магазинчик. Вот тут есть отдел нумизматики. Тут есть монетки 1596 года, например. Это только то, что я вижу. Если правильно понимаю, тут есть и 916 что-то может быть. И это монеты из этого региона. То есть это монеты, которые ходили в Зальцбурге. Чтобы вы понимали вообще уровень цивилизации этого города в то время. И это можно купить. То есть это не музей, это магазин. Хотите, покупайте монету 1597 года. Ну, это, конечно, какая-то магия времени. И тогда это были деньги, и люди ради них что-то делали. В те времена, может, даже убивали чаще кого-то за деньги. Воевали. Хотя времена меняются. Мало что меняется при этом. Этот старый центр Зальцбурга, он считается средневековым. Тут можно бродить по таким аутентичным улочкам. Днем, я тут думаю, все кипит. Но вот, например, ресторан с ответкой Мишлен. Думаю, не средневековый, а довольно свежий. В общем, в Зальцбурге есть все на любой вкус. Атмосферно. В Зальцбурге настолько все закручено вокруг Моцарта, что до этого было место рождения Моцарта, и это отдельный музей, а это дом-музей Моцарта, где он жил, когда он был чуть-чуть постарше. И это, конечно же, отдельная достопримечательность. В общем, если вы фанат Моцарта и в целом классической музыки, то Зальцбург — это город явно для вас. И, конечно же, тут проходят фестивали в честь Моцарта, классической музыки, концерты. Я даже видел сцену в старом городе. И тут есть какие-то сцены в скалах. В общем, Зальцбург, наверное, одна из столиц классической музыки. И все благодаря тому, что когда-то тут родился один человек — Моцарт. И, конечно же, тут есть университет музыкального образования Моцартеум. Не удивлен, не удивлен. Знаете, до сегодня, в прошлый раз я был на Динамо 20 октября 2021 года. Лига чемпионов, Барселона, Динамо. Легендарный Камп Ноу, который уже снесли. Барселона выиграла 1-0. Я тогда был не в гостевом секторе, гостевой был достаточно немноголюден. Но после матча я встретил ребят оттуда, настоящих фанатов Динамо на Рамбале. Я долго стоял и слушал, о чем они говорят. Я до сих пор помню эти разговоры осени 21-го. Я помню этих ребят. Надеюсь, у них все хорошо. В общем, я рад, что я сегодня снова попал на Динамо. Тоже пообщался с приятными ребятами, побыл среди наших фанатов. Увидел, как Динамо прошло в Лигу Европы. В общем, приятный был выезд. Я не знаю, что у меня дальше. У меня куплен билет, в принципе, чтобы ехать в Милан, но завтра играет Лига Чемпионов в Чехии, а тут недалеко. В общем, сложный выбор. В Чехию уже ехать совсем нерационально, но какая может быть рациональность, когда идет речь о футбольном туризме?
и о стране, по-моему, 16-я страна будет, в которой я посмотрю футбол, хотя всего я был в 40, и новый стадион, какой-то там 88-й, например, он будет. В общем, я не собираюсь останавливаться, это был 588-й матч, матчи будут еще. Так что, если досмотрели до этого момента, спасибо, можете поддержать лайком. И я думаю, будут еще матчи, я думаю, будет и «Динамо», и «Шахтер», и сборная Украины, и все что угодно, потому что вы понимаете, что я двигаюсь к 600 матчам и не буду останавливаться. В общем, всем спасибо.